Всем привет! Вы на канале Family Trip, семейные путешествия, и мы продолжаем путешествовать по Испании. Сегодня мы едем в Валенсию, чтобы провести в этом чудесном городе 3 полных дня и 4 ночи, и там встретить католическое Рождество. Мы погуляем по Валенсии в дневное и вечернее время, постараемся передать вам атмосферу города, заглянем на центральный рынок и насладимся его колоритом и ароматами. Посетим кафедральный собор и увидим одну из главных реликвий христианского мира. Отпразднуем католическое Рождество, посетим самый крупный аквариум в Европе. Конечно же, пройдемся по пляжам и набережной Валенсии, а также попробуем местные вкусняшки. В Валенсии мы отсняли очень много интересного, и в связи с этим решили сделать видео об этом прекрасном городе в 2 частях. Это первая часть. Обязательно подписывайтесь, чтобы увидеть продолжение. И поехали! А едем мы из испанской Сарагосы, видео о которой уже есть на нашем канале. Мы едем в Валенсию. Это уже 5-я остановка на нашем маршруте. Прага, Мульюс, Авиньон, Андорра, Сарагоса, Валенсия, Бенидорм. Расстояние от Сарагосы до Валенсии 309 километров. Дорога, по которой мы ехали из Сарагосы в Валенсию, называется автострада Мудехар. Она проходит не вдоль моря, а в глубине страны. Она мало загруженная и очень-очень живописная. Виды просто потрясающие. Но есть несколько минусов. И это почти отсутствие бензоколонок и мест отдыха. Серьезно? Это нога хамона? Итак, нам до Валенсии осталось 50 километров. Ехать еще 38 минут до апартаментов, которые мы арендовали в Валенсии. Сегодня 22 декабря и 22 градуса. Уже 22 градуса, и это не может не радовать. И за окном, кстати говоря, уже цветущие бугенвиллии я видела, уже висели апельсины или какие-то цитрусовые, может, мандарины, не знаю. Не, ну свеженькие. Вот, едем, автобан очень красивый. Вот оно море. Мы проехали 2336 километров, чтобы увидеть его вот так близко. Сейчас 24 градуса, 22 декабря. И это потрясающе, просто потрясающе. Хоть и грязное стекло, мы в Валенсии. Да, а впереди висит флаг. Очень тепло, оттуда прям тепло. Да, я в пуховичке, в тоненьком. Но ничего, я надеюсь, что мы сейчас это все снимем с себя, денемся легко и пойдем гулять. Шлепки. Не, ну шлепки вряд ли. Но Владик сказал, что как будто мы летом едем нам в отпуск, и все так, как будто лето. Только сидишь в пуховичке, да? Мы приехали. Наши апартаменты, вот они. На последнем этаже нет лифта. Есть парковка. Здесь вот уже красивая рождественская звезда. Цветочек. Мы заходим в апартаменты. Апартаменты большущие. Кстати, цена очень хорошая. Я потом обязательно напишу, сколько стоит на 4 ночи. Тут холл. Небольшой вход, коридор. Здесь 2 спальни с 2спальными кроватями. То есть одна спальня первая со шкафчиком. Спальня номер 2 тоже. Здесь, кстати, уже приготовлены полотенчики. Я смотрю и там, и там. Так, вид куда? Вид куда-то на улочку. Ну, вполне нормальный, шкафик есть. Я так предполагаю, что это туалет, ванна. Сейчас мы посмотрим. Такой хороший душик. Все нормально, все отлично. Что у нас есть еще? Есть отдельная, я знаю, кухня. Здесь кухня. Есть все, холодильник нормальный, большой. А вот даже духовка есть, можно что-то запечь. Здесь, кстати, здорово. Можно открыть и попадаешь в гостиную. А, еще очень часто в Испании вот такие вот есть, как мини-балкончики. Ну, это такое помещение, потому что везде у них котлы. Здесь же висит у них кондиционер, микроволновка и стиральная машинка. Кстати, отлично. Дальше гостиная со столом. То есть гостиная, столовая. Ой, здесь здорово, здесь нам оставили печеньки. Очень приятно. Такие у нас апартаменты в Валенсии на Рождество. И это прекрасно. Хорошая квартирка. Итак, мы в Валенсии. Сейчас мы идем в Меркадо Централь. Он закрывается в 3 часа. Сейчас, на самом деле, уже около 2. Не знаю, что там осталось, но мы хотим поснимать, потому что дальше будут праздники. И, скорее всего, и все будет закрыто. Я думаю, что до 26 числа. Так что мы попытаемся сейчас успеть и посмотреть, что же там. Это наша улица. Прямо рядом с нашим практически подъездом растет дерево с апельсинчиками.
Вот они, прекрасные апельсины. Прямо над моей головой. Вот такие вот чудесные апельсины. Можно дотянуться практически вот. Ага. Но я не буду тянуться. Так, ну а мы идем гулять. Вот они, улочки Валенсии. Там собор, но мы сейчас спешим на рынок, потому что нам нужно успеть там посмотреть, что там продается. Кстати, очень красивые фонари и очень красивые ажурные балкончики в испанском стиле. Я очень люблю такую архитектуру. Мне вообще нравится испанская архитектура. Народ сидит, пьет сангрию, какие-то на другие напитки. Просто улочки Валенсии, да, кто-то прикрепил велосипед необычный. Какой-то хлам приделанный или что-то. Или какая-то конструкция, какие-то штаны. Вон ноги, смотри, видишь? На улице очень тепло, очень приятно. Развивается валенсийский флаг впереди. Дети вот у нас одеты достаточно легко. Смотрите, какой кактус сделан из соломы. Кактус вообще класс. А вот еще мне нравится голова быка. Очень классные. Вот такие вот. Вообще очень интересно. А вот под вино, под бутылки. Мы вышли на рыночную площадь. А вот он уже показался рынок главный. Вот здесь он. Там вот народ поет песенки. Мне кажется, детки там. И вот вход в центральный рынок. И мы сейчас зайдем туда и посмотрим, что там есть. Кстати, вокруг тоже все продается. О, продаются большие сковороды для паэльи. Сейчас я это сниму. И тут же можно перекусить. Растут апельсины или какие-то другие цитрусовые. Выглядит очень классно. Да, здесь можно перекусить всякие разности. Ой, какие красивые кружечки. Кружечка стоит 6,50. Здесь всякие разные сувенирчики. Вот такие копилочки. 4,90 стоит такая копилочка. Вот такие прихваточки. Ну, в общем, море всяких сувенирчиков можно приобрести. Вот такие вот керамические посудины. Вот такие сковороды для паэльи огромнейшие от маленьких. Вот таких супер-мини. Есть бывает еще меньше, даже 3 евро стоит. И вот такая вот огромная. Я даже не знаю, сколько она стоит, но, впрочем, ее такую увезти проблематично. И вот такие горелки, на них подставки, вот такие кастрюлища огромные. Так, ну а мы бежим на главный рынок в Валенсии, посмотрим, что же там. Мы там уже были с Сережей много лет назад. Сейчас заглянем еще раз. Тогда очень нас он поразил. Выглядел классно. Кстати, вот украшен по-рождественски. Вот он, главный вход. Рынок Меркадо Централе. Вот так выглядит. Продают орешки чищенные, грецкие орехи. За килограмм 20 евро. Вот такие. Нечищенные 6 евро за килограмм. Ой, а тут разные сладости. Вот это вот вкусно выглядит. Пахлава. Вот хамоны. Вот они красивенькие. Тут же сыры. Сыры очень классные. Это мармелад, варенье к сырам. А эти штучки сделаны, чтобы туда стекал жир, кстати. В красном даже. Кстати, вина продаются разные. Возможно, что даже дают попробовать. Даже вот бокальчики тут есть. Можно купить, попробовать. А вот ноги. Вот такие вот здесь металлические держалки. И вот уже полностью обрезана нога. Вот здесь в чехлах продаются от разных производителей в разных чехлах. А можно купить уже вот такую готовую нарезочку, если не хочется заморачиваться с ногой, с целой. А тут носочки. А вот смотрите, сангрии. Сангрии с паэльей. Вот с паэльей классные. Захочет купить себе веер, выбрать. Она очень довольна. Покажи. Разные магнитики. Валенсийские. Мы взяли вот такой с апельсинчиками, мандаринчиками.
Помидоры просто потрясающие. Ой, какие финики. Я обожаю финики. Вот. Пахнет здесь очень вкусно. Вот прям на веточке финики. Прям посредине рынка. Под главным куполом. Купол, кстати, красивый очень тоже, со звездочками. Сейчас рождественский украшен. И вот здесь Бетлем двигается. Он рыбу ловит. Рыбку ловит. Течет вода. Огород прям, курочки. Здорово сделано. Очень классно. Можно стоять и рассматривать. Очень интересно. А там горит огонь. Смотри, Лиз, там горит огонь. Пещера, да, в пещере горит огонь. Вообще в Испании это традиционно. Вот перед Рождеством создают такие бетлемы большие и маленькие, всякие разные. Здесь я чувствую, пахнет рыбой. Это рыбный отдел, видимо. А здесь отдел с морепродуктами. Вот такие вот штучки. Разные морепродуктики. Ой, а здесь продается бакаляо. Португальская тоже. Я уже показывала на рынке в Сарагосе. И у нас, кстати, выпуск в Португалии. Классный выпуск, посмотрите. Португалия очень классная. Это ее традиционное блюдо, кстати. Они делают из бакаляо очень много разных блюд. А вот это вот из тунца. Рыбное ассорти, можно сказать. Цены вы видите? Креветочки всякие разные. Ценник большой. А вот, кстати, живые лобстеры. Либо омары. Я не знаю, чем они отличаются. Напишите в комментариях. Я небольшой по ним специалист. Для меня это все одно. Рыбина огромная. А вот тут рыбины разные. Вот, кстати, разделывают осьминога. Интересно, на кусочки режут. А здесь угри. Все разложено просто потрясающе. Клубника есть, черешня, финики. Выглядит все просто вообще. Так аппетитно. Взяли большую черешню. Сейчас посмотрим, сколько нам это обойдется. Ну, мы решили, что мы и сегодня поедим, и завтра Рождество. Клубнички взяли еще. Я думаю, что дети будут рады. Вот есть, кстати, рамбутан. Еще куча всяких фруктов. Сейчас посмотрим, во сколько нам обошлось. Ой, нам даже пакетик с клубничкой дают. Приятненько. Черешни вообще дофига, судя по весу, там, наверное, килограмма 2. Так, черешни мы взяли много. В общем, взяли На 40 черешни и евро. клубники почти на 40 евро. 36, да? 39 евро. Апельсинчики. За евро 40 килограмм. А здесь различные крупы. Бобовые, я вот вижу рис, чечевица. Кстати, по-моему, это гречка. Да, это зеленая гречка, кстати. Вот в Испании есть гречка. Рис различный. Черный, красный, белый. Всякие разные. В общем, удовольствие, конечно. А здесь сухофрукты. Всякие разные изюмчики, орешки. Запах хамона просто манящий. Невозможно просто устоять. А вот сушеный осьминог. Ух ты! Кусок тунца такой огромный. Валенсийский рынок – это настоящий храм гастрономии и, на мой взгляд, одно из обязательных мест к посещению. Кстати, рынок Валенсии считается старейшим и самым крупным в Европе. Здесь содержится более 1500 мест для торговли. Рынок работает ежедневно, кроме воскресенья, с 7:30 утра и до 3 дня. И опять хамоны. Хамоны и сыры. Это вообще моя любовь. Я люблю и хамон, и сыр. Обожаю. В общем, насладились мы колоритом рынка Валенсии, центрального рынка Валенсии. И теперь идем на улицу, идем гулять дальше и осматривать город, осматривать, что здесь продается, что здесь есть интересного. Вот, кстати, везде вот эвкалиптом украшено и какими-то еще веточками. Не знаю, что за веточки, пишите в комментариях.
В чем традиционность? Те, кто знает, кто живет в Испании, расскажите. А вот вход в главный центральный рынок Валенсии. Выглядит очень красиво. Атмосфера просто потрясающая. Народ сидит за столиками, пьет разные напитки, что-то перекусывает. Вообще очень классно, очень атмосферно, очень красивая архитектура. Валенсия просто вообще прекрасный город. Мне очень он нравится. И уже чуть-чуть даже прогулявшись, я понимаю, что город просто суперский. А практически напротив центрального рынка Валенсии находится шелковая биржа Lonja de la Seda, построенная в 15 веке и является самым известным готическим зданием Валенсии. Она состоит из 4 частей – башни, зала морского консульства, двора апельсиновых деревьев и колонного зала. На момент нашего посещения вход в нее был бесплатный. И много-много цитрусовых. И это замечательно. Как же красиво. Апельсины, мандарины. Это мандаринчики, мне кажется. А вот это апельсинчики. Вообще мне очень нравится, как цитрусовые выглядят. Зал, конечно, шикарный. Очень красиво выглядит. Здесь выходишь, и вот эти витражи, они отражаются на стене. Прям на стене отражаются. И в окне, кстати, отражаются. Выглядит очень здорово. А там рассказывает, кстати, видимо, историю этой биржи. Такой зал. Очень, кстати, красиво. Такие потолки, деревянные балки и красивый пол. Мы решили подняться. Здесь можно пройти наверх, в верхний зал. Лиза уже первая идет, и мы поднимаемся вслед за ней. А внизу остается цитрусовый садик. Очень симпатичный и очень приятный. Как классно, красиво. Потолки вообще великолепные просто. Кстати, здесь разрешено снимать здесь. Ну а мы возвращаемся в апартаменты, потому что еще сегодня нам нужно съездить в торговый центр за продуктами и подарочками к Рождеству. Мы приехали в Корфур, или Карафур, кто как называет. Так, и сейчас мы пойдем за покупками, и что-нибудь, может быть, я сниму. Сегодня мы уже побывали на центральном рынке Валенсии, и по ценам могу сказать однозначно, что на рынке они намного выше, как, собственно, мы и предполагали, и поэтому всю основную массу продуктов мы купили здесь. Выбор продуктов и вин здесь очень хороший. И вот так вот куски алоэ продаются, не знаю зачем, сейчас надо взять салат еще. Просто огромное количество этих ног. Кто любит хамон, кто любит прошьют, это просто сказочно. Цены вот такие. Вот. Мы взяли одну ногу. Маты просто обалденные. Вот такая нога стоит 109 евро, например. Но Сережа сказал, что он советовался и выбрал хорошую. Так, вот какие колбаски интересные, всякие разные. Мы взяли хариза, мы взяли такой наборчик, где вот такой вот, где хариза, еще какая-то колбаска. Возьмем, попробуем. Глаза разбегаются. Просто, конечно. В общем, моем машину. Обычная мойка базика стоит 4 евро. 3,99 на бензоколонке около Корфура. Вот обычная такая автоматическая мойка, да. Мы приехали очень грязные. Вот она моечка. Минимальная стоимость 2,99. Вот в этом большущем торговом центре мы сейчас накупили продуктов на Рождество.
Купили хамоновую ногу. В общем, хамон купили, Нет, свиную. почему? И сейчас нам нужно еще заправиться. Обычно на бензоколонках при торговых центрах бензин дешевле. Так, Владислав олень. И Лиза олень. Так, пробуем? Так, чипсы с трюфелем. Вот они. Да, пробуем. Купили панеттоне. Сережа зажигает свечи. Разлил вино, пьем мы сегодня Фаустина. Паустину. А на Рождество у нас Паустина первый, Да. запылившийся, замотанный Да. нитями в бутылке. В общем, мы любим с Да. Сережей хорошее Приездом вино. в Валенсию. Да. Ну что ж, Осуществляем распаковку распаковочка у нас хамона. целой ноги хамона. Купили первый раз в жизни. Да, резерва. Еще. Так, Тая уже тоже тут. Здесь бутылочка вина. Соленькая. Да-да-да-дам, да-да. Так, Сережа закрепляет ногу. Первый раз мы это вообще делаем в своей жизни, на самом деле. Все, так, ну что, продолжаем играться с ногой. Нога уже подготовлена к финальной нарезке. Да, Сверху, посмотрел видео на YouTube, сверху срезал жир. жирок. Жирок надо не выкидывать. Вот он лежит, Да, ждет. потому что в холодильник это не кладется, естественно. После того, как Естественно. срезается мясо, снова жирочком накрывается и хранится Пока не съестся. Пока не съестся. Ножка в идеальном состоянии, готова к нарезке. Да, вот там Тая внизу. Итак, тонкий, надо тонкий кусочек. Тонкий я еще не научился. Сережа нарезает. Тая очень нервничает. Вот она высовывается. Она тоже очень хочет хамон. Она очень любит хамон. Она любит и хамон, и прошьюта. Владюня решил тоже порезать хамон. Владика тоже приучаем. Так вот, я буду дегустировать вот эту вот супер ногу. Так, я беру кусочек. Мы отрезали не очень тоненько. Отрезал и Сережа, и Владик. Владик тоже молодец у нас. Очень хороший. Прям лучше, чем когда в упаковочках. То есть целая нога прям супер. Так, мы только что слушали испанскую музычку. У нас такой вот вкусняшечки на столе. Всякие испанские. И пробуем валенсийские конфетки фирмы Valor. Взяли такие вот шоколадные с миндалем. Так, ну что, Лизавета, ты первая попробовала конфету, ну и как? Да? Прям так даже? Хорошо. А Владик взял фанту с арбузом. Мы, кстати, не видели, у нас в Чехии нету фанты с арбузом, но, по крайней мере, я не видела. Как тебе фанта с арбузом, Влад? И конфетки пробуем, вот такие. Как будем пробовать? Сейчас посмотрим, что это за конфетки. Вот такие внутри, с орешками. Вкусно. Мы вышли вечерком пройтись, прогуляться. И вот такая вот церковь, куда мы сейчас зайдем и посмотрим, что же там. Здесь, видимо, будет какое-то детское представление. И тут даже вот рассыпано сено. Но мы сейчас не будем смотреть, мы пойдем гулять дальше. Лизонька выбрала себе шарик и очень довольная, да? Довольная? Не видно по твоему лицу, что ты довольная, принцесса. Я довольна. Ну, ладно, хорошо. Владик выбирает носочки в подарок кому-то. Здесь играет музыка, очень красиво подсвечено все. Ой, смотрите, елочка, можжевельник. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Елка украшена бубнами. Вот так можно постучать. Классно. Необычная елочка в Валенсии. Мы тут на площади нашли. Большущий можжевельник наряжен, подсвечен лампочками. Вот тут в таких вот платьях дамы и такая же девчушечка маленькая.
собачкой. Чудесно. Классно. Такие дамы в таких вот платьях. Они тут выступают, а там Бетлем. Туда, наверное, можно зайти, посмотреть. Атмосфера очень праздничная, ощущается приближение Рождества. Все очень нарядное, но, на мой взгляд, очень отличается от Центральной Европы. Южная Европа перед Рождеством совсем другая, но не менее прекрасная. Повсюду вот такие красивые рождественские звезды. Везде, везде украшено все. Какая красота! Апельсиновые деревья. И все это в лампочках. Народ там ходит, смотрит. Мы сейчас тоже туда обязательно пойдем. Просто обалденно. Вот такие украшения сделаны в саду с апельсинами. Камера, конечно, не передает такой красоты, какая на самом деле. Поэтому, конечно, это шикарно увидеть живую, когда вот так. Это так красиво, просто вообще необыкновенно. Это, конечно, здесь нет таких традиционных елок, к которым мы привыкли. Но здесь по-своему настолько красиво, настолько атмосферно, когда видишь такое количество апельсинов, мандаринов, и все это с лампочками. Очень красиво. Этот чудесный апельсиновый садик находится рядом с площадью Святой Девы и кафедральным собором Валенсии. Особенно он красив перед Рождеством. Валенсия прекрасный город. Здесь такая атмосфера. Вы посмотрите, как здорово. Вот, смотрите, олень мигает. Лиза, смотри, какая красота. А вот кафедральный собор Валенсии, главный кафедральный собор. И здесь же стоит елка. Это площадь Святой Девы Марии. На площади расположены главные исторические здания Валенсии. Это кафедральный собор, базилика Святой Девы, защитницы обездоленных и дворец генералитета. В 1976 году на этой площади был установлен фонтан Турия. Скульптурная композиция фонтана символизирует собой реку Турия, некогда протекающую через центр города Валенсия, и 8 оросительных каналов реки. Сама река аллегорически изображена в виде мужской фигуры, а каналы в виде юных дев. Особенно это атмосферно через апельсины. Народ пританцовывает. Не хочешь потанцевать, Лизавета? Идем морожку на главной площади Валенсии. Просто класс. Мороженое очень вкусное. Покупали вот тут вот в кафешке в этой маленькой. Мы решили зайти в базилику Пресвятой Девы Марии, защитницы обездоленных, чтобы полюбоваться внутренним убранством храма, великолепной росписью купола и, конечно же, самой статуей Богородицы, которая считается покровительницей Валенсии и защитницей от болезней и невзгод. Только что мы были вот в этой церкви. Очень красиво, очень приятно. А вот кафедральный собор.
Он выглядит очень необычно, как будто бы Колизей, кусочек Колизея, приделанный к нему. А после посещения базилики мы отправились в Валенсийский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. Сейчас вход бесплатный. Обычное время 8 евро, а сейчас перед Рождеством все открыто, все свободно. Конечно же, мы хотели увидеть одну из самых почитаемых реликвий христианского мира – чашу Граля. По преданию, именно из этой чаши вкушал Иисус Христос на Тайной вечере. Это сам кафедральный собор, там была капелла, а здесь уже именно сама часть собора. Сейчас мы немножечко пройдемся и посмотрим. Кстати, нигде не запрещено снимать. Ой, а здесь вертеп, Бетлем. Красиво. Новорожденный Иисус. И вот столько здесь этих красных цветов. Рождественская звезда. Прекрасно. Строительство нынешнего здания собора происходило в 13-15 веках. Сейчас, к сожалению, выключен свет здесь, нет подсветки, но уже и сейчас видно, что здесь очень красиво. Валенсийский собор сочетает в себе несколько архитектурных стилей с преобладанием готики, элементов романского стиля, барокко, ренессанса и неоклассики. Неважно, религиозны вы или нет, но кафедральный собор Валенсии стоит увидеть хотя бы раз. Я уверена, он вам понравится. Еще одной исторической и религиозной реликвией, которую можно найти только в кафедральном соборе Валенсии, является нетленная рука святого Викентия, покровителя Валенсии, которая нетленна со времен римского императора Диоклетиана. Здесь вход в кафедральный собор Валенсии, где мы только что были. Место потрясающее. Обязательно сюда зайдите, если будете в Валенсии. Так, а мы разворачиваемся, и тут продолжается празднование Рождества. Огромное количество народа. Вот Бетлем. Кстати, в Валенсии на рождественских рынках мы не встретили карусели и другие детские аттракционы, как, например, в Сарагосе. Также нигде не продавалось горячее вино, напитки и еда. Возможно, это все было где-то на других площадях. Если это так, напишите, пожалуйста, в комментариях. Здесь различные поделки. Что же касается сувениров, то они были очень необычные, и это здорово. А вот так из оливкового дерева делают разные поделки. Вот такие вот чашечки, ложечки. Здорово, женщина вот стругает. И вот получаются такие очень красивые. Лиза с медведем. Помаши ручкой маме. Все, беги ко мне. Довольная? Да, Лиза не любит трансформеров. Поэтому к трансформеру мы не пойдем. Медведь собирает больше, видимо, денег, более популярен у детей. Лизе очень понравилось. Тут много народу с собачками. И это прекрасно. Собачки спокойные, не ругаются. Только что детям приобрели приятности, радости. Похвались, Лиз, что тебе купили? Такой блокнотик. И малыш-блокнотик, да. Валенсия рождественская очень красивая, очень атмосферная. Такую рождественскую звезду мы себе купили. Пуансетия или рождественская звезда в Испании считается символом Рождества и Нового года. Также считается, что этот цветок обладает мистическими силами. И если в доме есть негативная энергетика или недоброжелатель, тогда пуансетия моментально желтеет или даже гибнет, вбирая в себя негативную энергетику.
Вон там еще елочка. Вон там шар. Дети побежали к шару к большому. Шар потрясающий. Вот так он отражается. И он огромный, классный, красный шар. Здорово. Можно, кстати, зайти вовнутрь. Вот еще одна елочка. Кстати, около рынка Валенсии, центрального рынка Валенсии. Мы здесь уже были сегодня днем. А вот так выглядит центральный рынок Валенсии вечером при свете фонарей. Сегодня мы зашли везде бесплатно, во все и соборы, где платный вход. Может быть, это только по случаю Рождества. Бесплатные входы. А вот это здание биржи, где мы сегодня были днем, где чудесный садик с апельсинами. Вот и подошла к концу первая часть нашего путешествия по Валенсии. Надеюсь, видео вам понравилось. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь, чтобы увидеть продолжение. И до новых встреч!